разлитое миром, льются с небес ароматы Его. Ты моя страсть, мое сердце пленил. Лишь Ты один, Господь, лишь Ты один. Let's talk about some of the negative people. Давайте поговорим о некоторых негативных людях. The most famous negative person that we're going to encounter during this time is the beast or the Antichrist. И самый негативный и известный человек, о котором мы будем говорить, это зверь или антихрист. We read about him in Revelation 13. Мы читаем о нем в Откровении 13. This beast we understand to be the Antichrist. И мы понимаем, что этот зверь, он и есть антихрист. And there comes a point in time where Satan fills him, gives him all his evil power. И в определенное время сатана, он наполняет его и дает ему всю эту силу. Now, before we talk about the man who is the Antichrist, we need to talk about the spirit of Antichrist. Перед тем, как мы поговорим о человеке, который является антихристом, мы поговорим о духе, который несет с собой. John talks about the spirit of Antichrist in the first letter of John. И в 1 Иоанна Иоанн говорит об этом духе антихриста, но дух, не признающий Иисуса, не от Бога. Это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и он уже есть в мире. So John is telling us that the spirit of Antichrist is already here. И Иоанн говорит нам, что дух антихриста, он уже здесь. And the spirit of Antichrist can be identified because it refuses to consider that Jesus is actually from God. И дух антихриста, он может быть идентифицирован через то, что он отказывается признать, что Иисус это Бог, That Jesus is the Son of God. что Иисус, он Сын Божий. John also writes in chapter 2, Иоанн также пишет во 2 главе: «Дети, это время последнее. Вы слышали, что должен прийти антихрист, и сейчас появилось много антихристов». that the Antichrist is coming, Что антихрист придет, but there are also many Antichrists who have appeared. но также сейчас появилось много антихристов. So these many Antichrists are those cult leaders who claim to be Jesus or claim to have special knowledge of God. And we've seen them throughout the last 2,000 years. И эти антихристы — это лидеры культов или сект, или те, кто как-то претендовал на особые знания о Боге, и мы видим их последние 2000 лет. John continues to describe this spirit of Antichrist and the man who we call the Antichrist. Иоанн продолжает описывать дух антихриста и человека, который будет назван антихристом. Кто такой лжец? Лжец тот, кто отвергает, что Иисус Христос. Такой человек антихрист, он отвергает и Отца, и Сына. This is the Antichrist, Это антихрист. the one who denies the Father and the Son. Тот, кто отвергает Отца и Сына. It's important to understand that the religion of Islam embodies the spirit of Antichrist. И очень важно понимать, что религия ислам, она воплощает в себе дух антихриста. It's a very consistent Islamic teaching that God has no son, Это очень ясное учение ислама, что у Бога нету сына, that Jesus was not the Messiah. что Иисус не был Мессией, He is not the Son of God. Он не является Божьим сыном. Islam denies the Father and the Son. Ислам, он отвергает Отца и Сына. Now the question rises up, is the Antichrist a real person? И вопрос, который возникает, является ли антихрист настоящим человеком? Well, we read in Revelation 19 this. Мы читаем в Откровении 19 следующее. «Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собирались на битву со всадником на коне из его армии. И схвачен был зверь, и вместе с ним лжепророк, который сотворил от имени зверя знамение и обманул тех, кто получил клеймо зверя, и поклонялся его изображению. И тот, и другой были брошены заживо в огненное озеро горячей серы». So here we see the beast and the kings of the earth and their armies all assembled against
Jerusalem to make war on Jesus. Здесь мы видим зверя и царей земли с их войсками, как они собрались, чтобы воевать вместе с Иисусом. The kings of the earth are real people, and their armies are real people. Цари земли — это настоящие люди, их армии точно так же настоящие люди. Is the beast just an idea? Является ли зверь просто идеей? We also see Jesus seated on his horse with his armies. Мы также видим то, что Иисус восседает на своем коне, и с ним точно так же войско. Is Jesus just an idea? Является ли Иисус просто идеей? And his И armies? его армия просто идея? Jesus is very real in this situation. Иисус очень реален в этой ситуации. And then we see what happens to the beast. И далее мы видим, что происходит со зверем. The beast and the false prophet are both thrown alive into the lake of fire. Зверь и лжепророк оба сброшены в огненное озеро. You don't throw an idea into the lake of fire. И мы не можем бросить в огненное озеро просто идею. The beast is a man. The false prophet will be human. Лжепророк является человеком, и зверь является человеком. The beast will be a real person. Зверь будет настоящим человеком. This Antichrist will be the most evil man in all of history. И Антихрист будет наиболее злым человеком во всей истории. There will be no one compared to him. Никто не сравнится с ним в его злобе. There have been evil people throughout history, evil dictators who did horrendous things, but none of them compare to what the Antichrist will be. И в течение истории уже были злые люди, диктаторы, которые творили просто ужасающие вещи. Но никого из них мы не сможем сравнить или сопоставить с Антихристом. When we consider some of these evil people, we can begin to get an idea of what he will look like. Смотря на этих злых людей, мы можем начать понимать идею того, каким будет Антихрист. Some of these evil dictators foreshadowed how bad he's going to be. Некоторые из этих злых диктаторов, они предвещали, каким будет Антихрист. In 175 BC, there was a man named Antiochus Epiphanes. В 175 году до нашей эры был такой человек по имени Антиох Эпифан. Antiochus was a Greek king who ruled over Syria. И Антиох, он был греческим царем, который правил над Сирией. He came into Jerusalem, and he sacrificed a pig on the altar. И он пришел в Иерусалим, и он принес в жертву свинью на алтаре. He desecrated the temple. Этим самым он осквернил храм. He was evil, wicked man. Он был злым и ужасным человеком. We'll talk a little bit more about him later. И мы еще поговорим о нем немножко далее. In 50 AD, Emperor Nero became Caesar. He called himself a god. В 50 году нашей эры император Нерон, он стал цезарем, и он называл себя богом. And he liked to torture Christians and kill them. И ему нравилось пытать христиан и убивать их. It was under his rule that the early church experienced some very severe persecution. Именно под его руководством ранняя церковь переживала просто ужасающие гонения. Nero used to use Christians as human torches in his courtyard and in the streets of Rome. Нерону нравилось использовать христиан как факелы на улицах Рима. He was evil. Он был очень злым. Some thought that he was the Antichrist. И некоторые думали, что он был антихристом. We're all familiar with Adolf Hitler. И всем нам известен Адольф Гитлер. Adolf Hitler killed 6 million Jews in World War II. Во Второй мировой войне он убил 6 миллионов евреев. He plunged the world into a global war that killed millions more. Он ввел весь мир в войну, которая убила еще миллионы. At the time, many thought he was the Antichrist, И в то время многие думали, что именно он является антихристом. but he was not. He foreshadowed the Antichrist. Но он не был им. Он лишь предвосхищал антихриста. Then there was Joseph Stalin, who killed 20 to 60 million people. Также был Иосиф Сталин, который убил от 20 до 30 миллионов людей. And Mao Zedong, who killed 45 million people in 4 years. Также Мао Цзэдун, который убил 45 миллионов людей за 4 года. These are all wicked, evil men who foreshadowed
the great evil of the Antichrist. Все они были злыми, ужасными людьми, которые предвосхищали Антихриста. But none of them were as evil as this man will be. Но никто из них не был настолько злым, каким будет Антихрист. Perhaps, if you put them all together in one person, you might come up with what the Antichrist will be. Возможно, если мы соединим каждого из них в одну личность, мы сможем увидеть, каким будет Антихрист. But in the end, there will be no comparison to the level of his wickedness. Но в конце концов, никто не сравнится с той злобой, которая будет в Антихристе. Another person that we need to know about is the false prophet. Еще одна личность, о которой мы должны знать, это лжепророк. He is also in Revelation 13, Он также есть в Откровении 13 главе. and he's called the second beast. И он назван вторым зверем. And there's a mystery about him in that he rises up out of the earth. И есть определенная тайна о нем, что он выйдет из земли. There are those who have studied Islamic eschatology. И те, кто изучал эсхатологию ислама, In Islamic eschatology, they've noted that the Islamic Messiah looks a lot like the biblical beast. они заметили, что Мессия в исламе выглядит очень похожим на зверя. And the Islamic prophet looks a lot like the biblical false prophet. И исламский пророк очень похож на библейского лжепророка. Islam embodies the spirit of Antichrist. Ислам, он воплощает дух Антихриста. It's possible that the Antichrist will be one who embraces the Islamic religion. Возможно, такое, что Антихрист будет тот, кто будет последователем исламской религии. Another people group that we need to be aware of is this confederation of 10 nations. Еще одна группа людей, о которых мы должны знать, это конфедерация 10 наций. There are 10 nations that will come around the beast, the Antichrist, Будет 10 наций, которые соберутся вокруг Антихриста, and they will come under his control. и они встанут под его руководство. This 10-nation confederacy is known as the revived Roman Empire. И эта конфедерация 10 наций, мы знаем ее как возродившуюся Римскую империю. Some feel that this was the European Union. И некоторые думали, что это Евросоюз. I can remember back in the Я 70s, помню, как в 70-х, when the European Union was forming, there was 5 or 6 nations, когда Евросоюз только образовывался, было 5 или 6 наций, которые были в этом союзе. and people started to get excited. И люди начинали радоваться. They thought, this could be the 10-nation confederacy. Они думали, что, возможно, это и есть те 10 наций. Pretty soon there was 8 nations as part of this union. И очень скоро стало 8 народов And people were getting excited saying, this could be it. частью Евросоюза, и люди думали, о, возможно, это то самое. And then there were 10 nations, and they thought, this is the Antichrist 10 kingdoms. И потом, когда к Евросоюзу присоединились еще народы, и это стало 10 государств, они подумали, что вот, это та самая конфедерация 10 наций Антихриста. And then there were 11. А потом их стало 11, And then there were 13. потом 13, And then there were 15. потом 15. And it's like, well, maybe not. И они подумали, возможно, это все-таки не то. And today we're seeing the European Union begin to disintegrate. И сегодня мы видим, что Евросоюз, он начинает понемногу распадаться. Many internal troubles. Очень много разных внутренних The противоречий. European Union is not this 10-nation confederacy. Но Евросоюз не является этой конфедерацией 10 наций. When you look at the Roman Empire at the time when John had his vision, Когда мы видим, когда мы смотрим на Римскую империю в то время, когда у Иоанна было это the видение, Roman Empire ruled all the territory around the Mediterranean Sea. Римская империя, она управляла всей территорией Средиземного моря. They ruled up a little bit into Britain, Они управляли немного территорией Англии, and they ruled a little bit east into Iraq. немного на востоке, там где Ирак. They did not rule most of Europe. Они не правили большей частью современной Европы. So this 10-nation confederacy that's going to be revived Roman Empire
И эти 10 наций, они будут возродившейся Римской империей. will most likely be the nations that immediately are around the Mediterranean. Поэтому, скорее всего, это будут народы, которые вокруг Средиземного моря. Возможно, It could include Britain, будет входить Британия, Spain, Испания, Morocco, Марокко, Libya, Egypt, Ливан, Египет, Assyria, Сирия, Turkey, Italy. Турция, Италия. Most likely that's going to be the area, the region of this 10-nation confederacy. Скорее всего, Средиземное море и будет вот этим местом, откуда будут 10 наций. Another negative people group is Israel. Еще одна негативная группа людей — это Израиль. I say it's a negative people group because Israel's a signpost. Я говорю, что Израиль — это как негативный знак, потому что Израиль, он словно указатель. And there will be negative things happening to Israel. И будут негативные вещи, которые будут происходить с Израилем. Israel is also a positive signpost. Но Израиль также и позитивный указатель. We need to watch Israel, Нам нужно наблюдать за Израилем. and we'll talk more about Israel in another session. И мы еще больше поговорим об Израиле в другой сессии. There's a number of negative events that occur. И происходит определенное число негативных событий. The first one is what we know as the abomination of desolation. Первое — это мерзость запустения или опустошающая мерзость. And we read about this in Daniel 11. И мы читаем об этом в Даниила 11. «Посланные им воины займут и осквернят храм и крепость. Они отменят ежедневную жертву и поставят опустошающую мерзость». Daniel was told by an angel that there's going to be a force that's going to come against the temple and Jerusalem. Ангел сказал Даниилу, что придут воины, которые нападут на Иерусалим. And he's going to stop the regular offerings and set up an abomination that makes desolate. И что они остановят ежедневную жертву, и они поставят опустошающую мерзость. Now in 175 BC, there was a man named Antiochus Epiphanes that we talked about earlier. И как мы уже говорили, в 175 году до нашей эры был такой человек, Антиох Эпифан. And he came into Jerusalem and he sacrificed a pig on the altar. И когда он пришел в Иерусалим и принес в жертву свинью на алтаре, Effectively stopping all sacrifices because he desecrated the altar. он остановил жертвоприношение из-за того, что он осквернил жертвенник. And he desecrated the temple. И он осквернил храм. Daniel continues saying this about him. И Даниил продолжает говорить о нем. «Царь будет делать, что пожелает. Он превознесет себя выше всякого бога и будет говорить неслыханные вещи против Бога богов. Он будет преуспевать, пока не завершатся времена гнева, потому что должно произойти предопределенное». Now many thought that Antiochus Epiphanes was the fulfillment of this scripture. И многие думали, что Антиох Епифан был воплощением этого пророчества. But Antiochus Epiphanes did not fulfill all the scriptures. Но он не исполнил все Писание. And his act actually caused a Jewish revolt. Его действие, оно побудило израильтян к восстанию. We know it as the Maccabean revolt. И мы знаем его как восстание Маккавеев. And they rose up against him and they actually pushed him and his armies out of Israel. И они восстали против него и выгнали его и его войска из Иерусалима. And this part of Jewish history gives us the Feast of Lights, also known as Hanukkah. И эта часть еврейской культуры и истории, она дает нам праздник света, который мы знаем как Хануку. Now we know that Antiochus Epiphanes did not fulfill this prophecy because И мы также знаем, что Антиох Эпифан не полностью исполнил это пророчество, Jesus talks about the same prophecy as being yet unfulfilled. так как Иисус говорит о том же самом пророчестве, как о том, которое еще не исполнилось. We read about it in Matthew 24. Мы читаем об этом в 24 главе Матфея. Итак, когда вы увидите на святом месте опустошающую мерзость, о которой говорил пророк Даниил, пусть читающий поймет, тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. Jesus is telling us it is yet future. Иисус говорит нам, что этому еще предстоит произойти в будущем. This abomination of desolation Эта мерзость запустения by the Antichrist will stop any
sacrifices that are happening. Через Антихриста она остановит всякое жертвоприношение, которое происходит. What does this mean? И что же это значит? It means that the temple has to be existing and functioning. Это значит, что храм должен существовать и функционировать. It's not functioning today. И он не функционирует сегодня. It doesn't exist today. Сегодня храм не существует. Paul writes about this event in 2 Thessalonians. Павел пишет об этом во 2 Фессалоникийцам. «Смотрите, чтобы вас никто не вел в заблуждение никаким образом. День этот не придет до тех пор, пока не произойдет отступление от Бога и не откроется человек беззакония, осужденный на погибель. Он будет противостоять всему, что называют божеством или святыней, и превозноситься над этим». When the Antichrist shows up, Когда Антихрист появится, he's going to stop sacrifices. он остановит жертвоприношение, He's going to create an abomination that will cause desolation. он сделает эту мерзость запустения, которая приведет к большому отступлению. He will go into the temple Он войдет в храм, and he will declare himself God, и он провозгласит себя самого Богом. and he will stop all sacrifice. И он остановит всякое жертвоприношение. This declaration of himself being God И это провозглашение себя, что он сам есть Бог, will probably cause a reaction from the Jews just the same way it did against Antiochus Epiphanes. скорее всего, это произведет такую же реакцию, какую произвели действия Антиоха Епифана. And the result will be that the Antichrist will be assassinated. И в результате Антихриста убьют. We're told that he has a mortal wound, Нам сказано, что у него была рана к смерти, but after this, he rises from the dead. но после этого он воскрес. If you can imagine, in front of the whole world, on everyone's TV screen, their cell phones, their pads, their watches, Если вы можете себе представить по всему миру на каждом экране, телефоне, планшете, компьютере, часах, the Antichrist declaring himself God, and then someone comes up and shoots him. Антихрист провозгласит себя Богом, и потом появится кто-то, кто выстрелит в него. And he dies in front of the whole world. И он умирает перед всем миром. And then the false prophet, his assistant, comes up and raises him back to life. И потом появляется его помощник, лжепророк, и он воскрешает его из мертвых. The whole world will be in shock and awe. И весь мир будет в шоке. They will look at him and say, he must be God. Они посмотрят на него и скажут, он должен быть Богом. I can imagine him saying, where is this Jesus that supposedly rose from the dead? Я могу представить, как он говорит, где тот Иисус, который, как предполагается, воскрес из мертвых? Has anybody seen him? Кто-нибудь видел его? I just rose from the dead, and you see me now. Я только что воскрес из мертвых, и вы видите меня сейчас. This Jesus is nobody. А тот Иисус, он просто никто. I am who I say I am. А я тот, кто я говорю, я есть. Then the false prophet sets up an image of the beast. И потом лжепророк, он установит изображение зверя. We don't know exactly what this will be, Мы не знаем, что это будет на самом деле, but most likely it's going to make use of the technologies that we are seeing develop today. но, скорее всего, это будет иметь какую-то часть с технологиями, которые мы видим развиваются сегодня. There's a global network that this thing will be connected into. Глобальная сеть будет подключена к этому. We don't know if it's a statue, a picture, but it will be placed all around the world. Мы не знаем, если это статуя или картина, но они будут помещены по всей земле. Because this image can hear and see. Потому что это изображение, оно может видеть и слышать. And it causes those who do not have the mark of the beast to be killed. И оно будет делать так, что каждый, на ком нету печати зверя, он будет убит. This image of the beast will be able to detect whether a person has the mark or not. То есть это изображение зверя, оно сможет понять, есть ли печать зверя на человеке или ее нету. Most likely this will be a technology function. Скорее всего, это какая-то технологическая функция. And this brings us to the mark of the beast.
И это приводит нас к печати зверя. The mark of the beast we read about in Revelation 13. Мы читаем об этом в Откровении 13. You cannot buy or sell without the mark of the beast. Без печати зверя ты не можешь ни продавать, ни покупать. Taking the mark of the beast is an act of worship. Но принятие печати зверя – это акт поклонения. You can't accidentally get the mark. Ты не можешь случайным образом получить эту печать. You can't be asleep and someone comes in the room and gives you the mark of the beast. Ты не можешь спать, и кто-то просто войдет в комнату и поставит на тебя эту печать. Your child will not get the mark of the beast through an injection. Ваш ребенок, он не получит какую-то инъекцию с печатью. The chip is not the mark of the beast. Чип – это не печать зверя. The mark of the beast is received through an act of worship of the beast. Печать зверя, она ставится через акт поклонения зверю. And many will be very proud to have this mark on their forehead. И очень многие будут горды иметь эту печать у себя на лбу. For those a little less exuberant, they'll have it on their hand. Те, которые не так сильно захотят показывать это всем, они будут иметь это на руке. But it will be an identification to everyone around that I worship the beast. Но это будет идентификация для всех вокруг, что я поклоняюсь зверю. Now the technology, such things as the chip, will most likely be used by the beast. И технологии, такие вещи, как чипы, скорее всего, они будут использоваться зверем. If you take the mark, Если вы берете эту печать, in the technology side of things, they'll be able to turn on or off your account. то с технологической стороны, если посмотреть, это включит или отключит ваш аккаунт. If you take the mark, the chip in your hand will be activated. Если вы примете печать, то чип на вашей руке, он будет активирован. And you'll be allowed to buy and sell. И вам разрешат покупать и продавать. If you don't take the mark, Если вы не примете печать, the chip in your hand will be turned off. то чип в вашей руке, он будет выключен. You'll lose all access to your bank account. И вы потеряете всякий доступ к своим банковским аккаунтам. And the image of the beast will most likely be able to detect who you are and whether you're active or not in the system. И, скорее всего, изображение зверя, оно сможет определять, кем вы являетесь, и если вы в системе. The image of the beast will put out an alert. И далее изображение зверя, оно This person doesn't have the mark. The authorities will come and arrest you. пустит сигнал и скажет, что этот человек, у него нету печати, и власти, они придут и арестуют вас. You'll be given the option to worship the beast and take the mark, or you'll be killed. И далее вам предоставится выбор принять печать и поклониться зверю, или вы будете убиты. Technology is neutral in and of itself. Но сами технологии, они нейтральны. You can have a pencil, У вас может быть карандаш. and this pencil could be used for good, or it can be used for evil. И этот карандаш, он может быть использован для добра и для зла. This pencil is not evil in and of itself. Но сам карандаш, он не является злом. Having the chip is not necessarily evil. Иметь чип – это не обязательно зло. It's part of a system of identification that has many positive parts of it. Это часть системы идентификации, но которая имеет также и какие-то позитивные вещи. Now you could receive the chip without knowing it, Возможно, вы сможете принять чип, не зная этого. but that does not mean you've got the mark of the beast. Но это не значит, что вы приняли печать зверя. The chip in and of itself is neutral. Чип сам по себе нейтрален. Worshipping the beast is how you get the mark. Вы принимаете печать через поклонение зверю. You do not need to fear accidentally getting the mark. Поэтому вам не нужно бояться того, что вы случайным образом получите печать. Another major event during this time will be the battle for Jerusalem. Еще одно важное событие этих времен – это будет сражение за Иерусалим. David prophesied this in Psalm 2. Давид пророчествовал об этом во 2-м псалме. «Зачем возмущаются народы, и язычники замышляют пустое? Восстают земные цари и правители, собираются вместе против Господа и против его помазанника. Цепи их разорвем, говорят». The kings of the earth take their stand, and the rulers take counsel together against Yahweh
and against his Messiah. Восстают земные цари и правители, собираются вместе против Господа Яхве и против его помазанника, его Мессии. And the prophet Zechariah wrote about this. Пророк Захария писал об этом: «Смотрите, наступает день Господа, когда награбленное у вас буду делить на ваших глазах. Я соберу все народы под Иерусалимом, чтобы воевать с ним. Город будет захвачен, дома разграблены, а женщины обесчещены. Половина горожан пойдет в плен, но половина останется в городе». Some know this as the Battle of Armageddon. Некоторые знают это местописание как описание битвы Армагеддон. But after closer study, we begin to understand that Armageddon is a series of battles. It's a campaign. Но если изучать это более детально, то мы увидим, что Армагеддон — это серия сражений, это целая кампания. And the last battle in this campaign is against Jerusalem. И последняя битва, она будет за Иерусалим. The Antichrist will draw his armies to Israel to fight against Jesus. Антихрист приведет свои войска к Иерусалиму, чтобы воевать с Иисусом. And their intent is to take control of Jerusalem Они попытаются взять контроль над Иерусалимом. that the Antichrist lost when he set up the abomination of desolation. Но Антихрист уже проиграл, когда он установил эту опустошающую мерзость. And they want Jerusalem because they know that Jesus is coming back to Jerusalem. И они хотели захватить Иерусалим из-за того, что они знали, что Иисус возвращается в Иерусалим. And they want to stop him from gaining the city. И они хотели остановить его, чтобы он не зашел в город. But it also says that the Lord draws the armies to Jerusalem. Но также сказано, что Господь приводит свои войска к Иерусалиму. So it's his plan that this battle occurs. То есть это в его плане, чтобы эта битва состоялась. We continue reading in Zechariah 14. И мы продолжаем читать в 14 главе Захарии. «Тогда Господь выйдет и сразится с этими народами, как сражается он в день битвы. В тот день его ноги встанут на Масленичной горе, что к востоку от Иерусалима». When Jesus returns to the earth, he doesn't return directly to Jerusalem. Когда Иисус возвращается на землю, он не возвращается сразу в Иерусалим. He actually returns to somewhere around Egypt and then begins his procession, his march towards Jerusalem. Иисус приходит, и он приходит где-то в район Египта, и он начинает свое шествие к Иерусалиму. And it looks like he's going to follow the path of the Israelites as they left Egypt and went into Canaan. И похоже на то, что он будет следовать путем израильтян, когда они выходили из Египта и шли в Ханаан. And this path took him south of the Dead Sea through Edom. И он шел от Эдома через юг And we see that there's battles being fought there. Мертвого моря, и мы видим то, что битва также там. He goes to the east of the Dead Sea, and then he crosses Jordan into Israel just like Joshua. И он идет к востоку, пересекает Иордан к Иерусалиму, точно так же, как это делал Иисус Навин. And then he comes to the Mount of Olives, which is directly across from Jerusalem. И потом он восходит на Масленичную гору, которая находится как раз напротив Иерусалима. And there he confronts the Antichrist and his armies. И там он сражается с Антихристом и его армией. We read more about this in Revelation 19. Мы читаем больше об этом в Откровении 19. «Вы будете есть тела царей, военачальников, могущественных людей, тела коней и всадников, тела всех людей, свободных и рабов. Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собрались на битву со всадником на коне и с его армией».